Ирак, 2011 год. Армия США продолжает затяжной вооруженный конфликт, пытаясь противостоять повстанческому движению. Командир Габриэль и несколько его подчиненных попадают в окружение и вынуждены отстреливаться во время оборонительной операции. Удерживая нескольких заложников, группа солдат отражает нападение боевиков. Триггер бесподобен со снайперской винтовкой, а Габриэль не позволяет приблизиться к их позиции. Вскоре на место событий прибывают танки и авиация, что позволяет наконец закончить операцию. Вернувшись в здание, командир неожиданно для себя обнаруживает, что Пол казнил всех заложников, оправдывая это их неповиновением. Триггер отступает в здание последним, из-за чего в него попадает снаряд РПГ, и он получает контузию и несколько ранений. Габриэль выдвигается наружу, чтобы проверить, как близко находятся их союзники, но на мгновение замирает. В ту же секунду снайпер стреляет в спину командира отряда, и он падает на землю. Проснувшись, Габриэль понимает, что это сон, связанный с его болезненными воспоминаниями о войне, закончившейся более 10 лет назад. Сейчас у него остался лишь шрам на груди от выходного отверстия и психологическая травма, о которой он старается не думать. Выпив обезболивающее, мужчина слышит странный голос и шум на кухне. Отправившись на кухню, он встречает незнакомца, не только вторгшегося в его дом, но и решившего откупорить здесь бутылку дорогого вина. Габриэль собирается вызвать полицию, но Бальтазар предлагает не делать этого, ведь он прибыл сюда не случайно. Бывшего военного призывают, но не на службу в армию, а для того, чтобы защитить все человечество. Посчитав это бредом, Габриэль ищет телефон, как вдруг незнакомец бесследно исчезает. Следующим утром Габриэль замечает соседскую девочку и отказывается от совместного чаепития, так как он опаздывает на работу в автомастерскую. Тем временем где-то в глубинке США проходят бои без правил, где безоговорочную победу одерживает боец по прозвищу Авель. Никто не осмеливается бросить ему вызов, кроме Маркуса Каина. Посчитав, что это будет интересно, организатор боев представляет битву библейского масштаба, ведь на импровизированном ринге сойдутся Каин и Авель. Каин без особых трудностей отправляет противника в нокаут и радуется легкой наживе. В душевой к нему подходит незнакомец, предлагающий необычную сделку. Он отдаст сумку полную золота, если Каин сможет хотя бы раз ударить его. Боец пытается выиграть самый легкий и большой куш в своей жизни, но самоуверенность играет с ним плохую шутку. Михаил не только побеждает, но и убивает соперника, приняв его обличие. В сумке с золотом оказывается обычный камень, а Михаил получает возможность видеть самый большой грех покойника. Как оказалось, несколько лет назад Каин участвовал в разнобойных нападениях на инкассаторов и грабил банки. Успешные ограбления не доставляли ему удовольствия, поэтому он заставлял охранников посмотреть ему в лицо, после чего убивал их как нежелательных свидетелей. Босс Габриэля просит его быть максимально осторожным с красным мустангом, ведь эта машина способна соблазнить красоток, и при этом неважно, кто будет за рулем. Как только босс уходит в туалет, механик вновь слышит чей-то голос и замечает крест, висящий на зеркале. Сев в салон кабриолета, Габриэль вновь встречает Бальтазара, появившегося из ниоткуда. Он уверен, что у них есть 5 минут на приватную беседу, пока старик ушел в туалет с мужским журналом. Бальтазар понимает, что бывший военный доверяет лишь своему отряду, но сейчас ему и самому Господу нужна помощь. Михаил закрыл врата ада, в результате чего заблудшие души ходят по земле и не могут найти покой. Он собирается превратить их в армию мертвецов, чтобы захватить мир, и Габриэль – единственный, кто может это предотвратить. По пути домой Габриэль обдумывает слова Бальтазара и находит подсказку на бутылке вина, указывающую ему на то, что нужно ехать в Тбилиси. Тем временем Михаил продолжает укреплять свою демоническую армию. Пополняя ее отъявленными преступниками, он находит маньяка-мясника по прозвищу Пикассо. Помешав ему разделать очередную жертву, Михаил убивает маньяка и видит его худшее преступление, связанное с одной из молодых девушек. Триггер после увольнения из армии так и не смог найти приличную работу, поэтому он вынужден работать за минимальную зарплату. Боясь зайти во двор, охраняемый злобной собакой, он решает, что проще уволиться, чем стать жертвой бульдога. Здесь же его встречает Габриэль, который предлагает вспомнить боевое прошлое и влезть в очередную авантюру. Бывший снайпер готов рискнуть, поэтому он присоединяется к команде, ведущей битву во имя Господа. После этого Габриэль обращается за помощью к Лиа, работавшей у них медсестрой. Девушка с боевым опытом не готова вернуться в строй, так как ее дочь тяжело больна, и она хочет провести оставшиеся дни рядом с ней. Пол – неудачник, который так и не оправился после психологической травмы на войне. После расстрела заложников он начал принимать запрещенные вещества, и это превратилось в зависимость, из-за которой он не задерживается ни на одной работе.
Не имея предложений получше, Пол соглашается на святую миссию и присоединяется к отряду Габриэля. Ночью Лиа принимает ванну и видит странное видение со своей дочерью и загадочным пузырьком синего цвета. Следующим утром Пол, Габриэль и Триггер отправляются на полигон, чтобы проверить свою меткость. Пару дней спустя они прилетают в столицу Грузии и встречают там Лиа, решившую все-таки присоединиться к ним. Уже через несколько минут на одном из светофоров Габриэль замечает троих странных мужчин, но не придает этому особого значения. Пытаясь использовать способность к пророческим видениям, Лиа окунает голову в воду и видит странные символы. Собрав их воедино, она узнает название ночного клуба, в который им следует отправиться. Триггер любит общаться с красивыми девушками, поэтому он спешит к подиуму, чтобы познакомиться с танцовщицей. Пол считает более интересным место у бара и наслаждается выпивкой. В это же время к Лиа пристает пьяный клиент, посчитавший ее одной из танцовщиц. Вскоре у остальных членов отряда также начинаются проблемы, из-за которых им приходится влезть в драку. В отличие от остальных, Габриэль сражается не с человеком, а с легионом, подопечным Михаила, предлагающим душам покойников перейти на темную сторону. К счастью, на помощь героям приходят воины света, бармен, который на самом деле падре в церкви неподалеку, а также Фарук и Роорк, благодаря чему им удается одолеть врагов. Пообщавшись со священником, Габриэль узнает о том, что Михаил – это не демон, а архангел, который решил восстать против Отца Всего Живого. Воины света отказываются дальше помогать отряду бывших военных, поскольку они должны услышать сигнал с небес, прежде чем присоединиться к ним. Отряд теряет последнюю зацепку, но вечером Лиа получает сообщение от неизвестного, скрывающегося за псевдонимом Ньютон. Не имея альтернативного варианта, группа отправляется на предложенное место встречи и знакомится там с Деборой, женщиной-оружейником. Она снабжает Пола пистолетом с разрывными пулями, Триггера – маленькими, но крайне острыми ножами, Лиа – луком со стрелами и пузырьком с целебным лекарством, а Габриэля – старинным ангельским клинком. Отправившись в церковь, Габриэль встречает Бальтазара и узнает о том, что когда-то он был на его месте и сражался со злом, но больше не в силах делать это. Будучи скрытным, посланник Господа отвечает намеками и загадками, но Габриэль догадывается о том, что враги ближе, чем он думал ранее. В это же время на Дебору нападает один из демонов, но женщина умеет постоять за себя и без особых трудностей ликвидирует адское отродье. Вскоре отряд отправляется в библиотеку, чтобы обыскать ее, но не находит там ничего подозрительного. На обратном пути они замечают 3 кучки пепла, из которых появляется легион и его подручные. Они атакуют бывших солдат и оказываются сильнее, чем кто-либо из простых смертных. Кажется, что у бойцов нет никаких шансов, но воины света вновь приходят им на помощь и спасают команду Габриэля. Во время сражения демон повторял одно и то же слово, обозначающее крепость Господа, заброшенный город, находящийся неподалеку. Предполагая, что Михаил находится там, группа отправляется в горы. Обнаружив 2 источника сигнала, они разделяются и попадают в ловушки с демонскими монстрами. Габриэль, Пол и Падре справляются с одним из них и заставляют монстра обратиться в бегство. В это же время Роорк лишает хвоста второе чудовище, после чего Триггер бросает нож прямо в рот демонического создания. Падре получил небольшое ранение и нуждается в медицинской помощи. Пол не готов к сражению вселенского масштаба, поэтому он бросает команду и уходит в неизвестном направлении. Пользуясь паузой, Габриэль обращается к Деборе, чтобы узнать, как управлять огненным мечом. Как оказалось, для этого нужно терпение и вера, поэтому ему следует обратиться к священнику. Тем временем Роорк и Триггер встречают легион. Он заманивает их в ловушку с 2 мотоциклистами, но бывший военный и его напарник не из пугливых. Они не только дают достойный отпор демоническим существам, но и преследуют их, в результате чего убивают одного из мотоциклистов. Священник сообщает Габриэлю о том, что он должен совершить прыжок веры, доверившись не только своим боевым товарищам, но и Господу. Вскоре после этого Фарук сообщает о том, что он вычислил предполагаемое местоположение Михаила и его армии. Собрав снаряжение, группа выдвигается в лес, как вдруг их окружают адские псы. Попав в ловушку, бывшие солдаты и отряд воинов света готовятся к битве, но монстры неожиданно исчезают. Здесь же появляется Пол, который решил вернуться к группе, и он даже знает, где именно находится Михаил. Священник и его подопечные скептически относятся к возвращению бывшего солдата, но Габриэль слепо верит другу, считая, что он не способен на предательство. Пройдя мимо церкви, священник молится, напоминая Габриэлю о том, что вера – единственное, благодаря чему они смогут победить в этой войне. Ночью они приходят в старинные храмы и оказываются в ловушке, где их окружает сотни демонических монстров. Как оказалось, Пол – это перевоплотившийся в него Михаил, который каждую минуту был рядом с группой.
Зная о том, что Господь отправит кого-то для того, чтобы его остановить, Архангел убил одного из солдат еще на полигоне для стрельбы и использовал его облик, чтобы мгновенно узнавать все планы врагов. Габриэль и команда не собираются сдаваться, и они готовы к финальному сражению с Архангелом и его монстрами. Пока Триггер, Лиа, Фарук и Рорк сражаются с обычными монстрами, священник вступает в схватку с Легионом, но получает удар ножом в живот. Прежде чем покинуть этот мир, Падре отдает Габриэлю крест и просит не терять веру. В это же мгновение Габриэль встречает Бальтазара и видит один из возможных вариантов будущего. В нем весь мир сгорел дотла и превратился в руины, так как Михаил выиграл войну и создал ад на земле. Габриэль понимает, что Господь выбрал его в качестве ангела мести не случайно, ведь в 2011 году в Ираке он смог остановить себя, потому что увидел беззащитного ребенка. Тогда он спас девочку от снайперской пули, и она осталась жива. Пока воины света и бывшие солдаты продолжают сражение с монстрами, Габриэль преследует Михаила и предлагает сразиться 1 на 1. Человек не способен сравниться с Архангелом в своей силе, но неожиданно Габриэль понимает, что он не простой смертный. Смирившись и сделав прыжок веры, командир обращается к Господу, после чего его огненный клинок загорается, а за спиной появляются крылья. Ангел мести атакует Михаила и в тяжелом бою наносит ему смертельную рану. На месте событий появляются Бальтазар и Люцифер, который забирает Михаила в преисподнюю и предупреждает о том, что это лишь начало войны. Легион напуган и понимает, что они проиграли, поэтому спасается бегством. После победы в войне добра и зла, Габриэль понимает, что он умер еще в 2011 году от снайперской пули. Приняв это, он отправляется на небеса. Лиа использует лекарство, чтобы исцелить свою дочь, после чего навещает соседку покойного Габриэля и дарит ей новый набор игрушечной посуды.